Как подобие сна, некий общий энергетический, скорее, образ, нежели конкретный. Снятся какие-то так мероприятия, какие-то там типа пикника, что-то такое, куда-то мы идем, что-то разговариваем. И она как-то в стороне, я что-то, Лариса, в общем, это самое, она может там оглянуться, там это. Ладно, мне некогда. Взбесился какой-то тигр на арене. И дальше я не помню, что во сне произошло, но помню, как мы, значит, пока думали звонить, не звонить, а Лариса туда выбежала, и тигр испугался. Больше в памяти отпечатались сны об отце. И вот эти сны снятся до сих пор, и на самом деле очень часто и очень много. Как правило, в них отец жив. Илем же мне повторял, что человек будет разгадан, когда будут разгаданы сны. И то, что попадаем мы иногда в такие реальные сны, которые подразумевают, что наша жизнь не ограничивается вот той реальностью, которую мы видим в яве. Голод, холод, теснота. Мы нежеланные чужие. Брат в яслях, мама где-то работает, а тут еще в школу надо ходить. В школе мальчишки местные тоже не очень любили эвакуированных. Пугали и испытывали на евреев. Заставляли произносить разные скороговорки, типа «На горе Арарат растет красный виноград». Думаю, они евреев и в глаза никогда не видели. Потом, уже в полном отчаянии, я поймал кошку и пошел с ней на глухое лесное озеро. Пытался ее повесить. Ничего не вышло. Тогда попытался зарубить ее топором. Но кошку не так просто зарубить. Чуть не отрубил себе палец. Кошка вырвалась и исчезла. Весь исцарапанный я остался один. Потом школьным злодеям я сказал, что у меня есть брат, и я ему пожалуюсь. В мою обязанность входило каждый день выгуливать моего маленького братика. Братик этот был мне как кость в глотке. Полно дел во дворе, друзья ждут, а я гуляю с ним. Первые мои воспоминания о брате, об Илеме
после победы. Вот я помню, что у нас склад был на чердаке, забитый оружием. Вот, и Елена мне показывал, говорит, смотри, какой маленький, значит, этот самый пистолетик. Это дамский пистолетик. Пошли наверх, тебе покажу пулеметы, там, автоматы. То есть мальчишки там шныряли по окрестностям. Поховались тут, попрятались, свистоны, холестоны, пионеру, всем примеры. Тяни, тяни! У покойников зубы не болять. Кот Митунс. У меня есть. Нету тут ни хрена. Алло. Алло, Берлин. И очень многие ребята погибли тогда. And a lot of kids really were killed because they played with the weapons and they really didn't У know меня it. все руки здесь, He здесь. has a lot of scars from that because Yeah, of it, yes. yeah. He has on his arms and Взрывали on his все время, что-то It was взрывали. exploding all the Все time. время. И, в общем, там попал ему сюда осколок, довольно долго у него сидел. Уже в Москве ему там в 30-летнем возрасте вырезали. И мне попало тоже в шарф, слава богу. Представляем видеопробы к кинокартине «Иди и смотри». С детей надо начинать, потому что с детей начинается все. А потом все раздеваться начали. И я тоже. Время мало уже было. А потом... Почему ты не видишь меня? Я же есть. Существую. Ну, это, как бы это точнее сказать, это такие рефлексы, скажем так. Рефлексы и воспоминания, чувственные воспоминания, ощущения от войны. Ну, или как вот когда-то написал Достоевский, человек – это пропасть, в которую ты смотришь, а она смотрит в тебя. Если мы хотим понять природу самих себя, свое предназначение, смысл своего существования, ради чего мы рождаемся на этот свет, чем мы оправдываем свое существование, что мы привнесем в этот мир, чем мы сделаем жизнь лучше. Где предел этот? Мне было важно выяснить и спроецировать это на героя. Есть вещи святые для каждого из нас. Есть представления четкие о добре и о зле. Любовь к родине. Что это такое? Есть ощущение у людей или чувство земли. Из чего она складывается? Лариса всегда ходила с широко открытыми глазами, широко открытым ртом. Ощущение не такое было какое-то необыкновенное. В 1945 году отец нас забрал во Львов. Ну, я не знаю, что повлияло. Короче, я с 6 класса Лариса уже стала читать запоем. Она читала столько, что я уже не могла за ней угнаться. И когда написал сочинение, приносила в класс домашние, так никто не верил, что это она сама писала. И стиль, и объем этого материала выходил из рамок того, что преподавали в школе.
И, по-моему, после 9 класса она поехала в Одессу, там мама ее отправила отдыхать, и там снимался овод. И она познакомилась с Олегом Стриженовым. Синьора, я могу говорить с вами откровенно. Я ваш друг. Прошу. У них завязалась тесная дружба со Стриженовым. У Ларисы даже была фотография Олега Стриженова. Вот она мне лично показывала. «Моя Джемми в жизни». После 10 класса она, ни слова не говоря, поехала поступать во ВГИК. Ну, конечно, все были в шоке. В то время, когда мне было 16 лет и решался вопрос выбора профессии, к этому моменту я умела все понемножку. Я немножко писала, немножко рисовала, немножко пела, немножко сочиняла. И все эти маленькие способности, по подсказке одного человека, могли бы пригодиться в одной профессии. И эта профессия была кинорежиссура. Надежда Степановна, я вас жду. Потом. Ой, сейчас моя выступает. Я пойду проверю. Ребят, вы почему не готовы? Хотите сорвать выступление? Как Романова, скорее одевайся. Девочки, не стойте, сложив руки. Мальчики лишние, идите в зал. Кому я сказала? Я боялась ее страшно. Потому что придет Шипицкая и все потребует. Потому что я даже помню жуткий эпизод, когда я сказала, что я уже переписала этот вот эпизод, который обещала, уже режиссерски писали. А утром она звонит, а я еще не проснулась, а у меня эпизод не написан. И она говорит, я сейчас еду, беру машину. Скочила в ночной рубашке к машинке. И тут я настучала на 1,5 страницы эпизод, потому что я так боялась Ларисы, что я ее обману. Это оригинальный сценарий, который мы сами сделали. Наблюдение над жизнью той, свидетелями которой явились мы, потому что это наши родители. Это поколение наших родителей. Вот почему и сценаристка Рязанцева и Ежов, которые писали сценарий, все свои воспоминания, все свои чувства отцов и матерей передали в это. Потому что она не могла жить не по призванию, не по таланту. И как всякая сильная личность, она это ощущает, противоестественность этого существования. И в этом ее счастье, может быть, даже поздно. Но она это обнаружила, в этом счастье, потому что есть миллионы людей, которые обнаруживают для себя очень важные драматические истины, что они прожили не свою жизнь слишком поздно. А потом летчицы устроили скандал. Из них было только 3 с высшим образованием. И им как раз картина нравилась. А тут были простые тетки. Они говорили, что они веселые, дружные, вообще у них всегда хорошая семья, и они всюду выступают, и они всегда нашли себя в жизни. В общем, это все неправда. Меня там не было, но Элем пошел Шипицкую спасать, потому что они просто разорвать хотели Ларису на части. Я знаю, мне не надо было приезжать. Когда ты без меня, ты что-то фантазируешь, и тебе кажется, что ты меня действительно любишь. А вот я приехала, и ты разочаровался. Только я прошу, не надо меня сейчас ни в чем обвинять. Я тебя ни в чем не обвиняю. Нет, у тебя такой вид, как будто я тебя чем-то оскорбил. Ты меня ничем не оскорбил. Но я вижу, ты не в духе. А ты? Отец был очень сложный человек. У него был очень сложный характер. И мама тоже, конечно, была девушка с характером, это все знают прекрасно. Там Элем мог так набычиться, нахмуриться. Как-то там... А Лариса умела не разговаривать, например. Это ужасно, когда не разговаривают. Мы праздновали, я помню, день рождения Элема в Таллине.
Но этому предшествовала такая дикая ссора. И я даже не помню, из-за чего они поругались. Мы с ним утром завтракаем, я говорю, где Лариса? Она ушла. И она ушла так, что мы ее искали весь день. Вот у них был такой драматический период, когда Лариса сделала восхождение, уже его повезли по миру, везде огромный успех, она начала кататься по миру. А у Уильяма в это время не было работы. Он страшно переживал, его закрыли. Депрессия чудовищная, и у него, значит, проявились черезкожные болезни, чуть не по всему телу, он весь забинтованный, ходил с палочкой. А тут жена летает, и, в общем, так сказать, ее дома нету, некому поддержать. И он ушел из дома. Помню, она мне звонила: Гера, беги на набережную, ищи там. И каждый человек, который работает в кинематографе, в силу его способностей, его привязанности, может заниматься либо одним делом, а именно развлечением, либо рассматривать этот вид искусства как высокое искусство. Я считаю, что для меня это не просто работа, для меня это выражение меня, это моя жизнь, это все мое существо устремлено к этому самовыражению. И поэтому, если я считаю, что я живу не для работы, не для денег, а живу в кинематографе, ой, извини, я так долго объясняю уже. Но она была центром внимания в Авгике. Там вообще полно красавиц было, актрис. Но она выделялась. К тому же она, учась в Авгике, снялась в 3 фильмах. И так она уже придирчиво смотрела на окружавших ее потенциальных женихов. Ну, у нее симпатия была, по-моему, я не хочу врать, это, по-моему, Георгий Шенгелая. Но, тем не менее, ей сказали: Лариса, мы тебя все очень любим, но Георгий на тебя никогда не женится, у него есть невеста. Для Ларисы, конечно, это было, ну, такое разочарование. Среди когорты вгиковских красавиц я сразу выделил ее. Но чтобы подойти познакомиться, мне это и в голову не приходило. Так она была хороша. Познакомились и ближе узнали друг друга, когда она приехала из Киргизии с материалом дипломного фильма. Он назывался тогда «Верблюжий глаз» по повести Айтматова. Помню, мы сидели в кафе, пили кофе, и она все время меня мучила. Какое название придумать? Я ей предложил почему-то «Зной». Ей понравилось. Снимала там героически в этих условиях пустынь. Ильям ей помогал, когда она заболела вот желтухой. Не долечившись, и пыталась доснять, потому что иначе, ну, картину бы вообще выбросили. Всегда было страшно, что остановят, законсервируют. Ей в Киеве предлагали быть режиссером сразу. И Лариса говорила, что она ни за что не поедет в Киев обратно. Лучше она будет вообще шляпки шить. Потому что она не хочет ни сниматься в плохом кино, ни снимать то, что ей предлагают.
придумывали, как в Москве все-таки остаться. И тут вдруг почему-то она меня позвала. Она вдруг стала совета спрашивать, стоит ли ей выходить замуж за Климова. Так романа-то не было. Она сказала, он мне сделал предложение, Климов. Тут все было очень сложно, потому что, ну, и у Климова был долгий роман. Это было смешно, потому что я говорю, Лариса, ну, любая девушка была бы счастлива выйти замуж за Климова, тем более в ситуации, когда нужно замуж. Не таким я его представляла. Но он такой пижонистый, такой напыщенный, такой интеллектуал. Но самое смешное, что мама, конечно, со Львова там привезла там 2 подушки, там еще что-то чего-то. Но это все было дико для Москвы. Ну, а для Украины это было нормально, как эта девушка выходит замуж, у нее нет своих подушек. Московские обычаи, конечно, меня поразили. Там, значит, семья такая, Герман Степанович, мама, Герман и Лен, значит, у всех там по комнате садятся завтракать. Не то, что стыдно. Там по пол сосисечки, по одной картошечке, по пол детской чашечки кефира. Все это выпили. Спасибо, я сыт. А я приехал в Закарпатье. Привыкли все покушать. Захожу в метро, там пирожки по 4 копейки с капустой. Я штук 5 пирожков съем. Захожу тоже. Спасибо, я сыта. Но мне очень понравились их отношения. Вот они могли вот сидеть и вот так вот что-нибудь она делает или он, и вот так вот друг на друга только посмотрят и опять свои, так сказать, или записи, или чтение. У Ларисы своя, значит, там теория или свое видение, а у него свое. И вот, значит, он может доказывать, она может доказывать. Если они не сходятся во мнении, они могут просто молчать там, может, час-два, а потом, значит, опять начинают обсуждать. Ну, или, конечно, навязывал свое видение. А Лариса всегда делала так, как она считала нужным. У меня была серьезная травма позвоночника, а я в то время ждала ребенка. 7 месяцев, что я пролежала в больнице, были для меня долгим путешествием в самую себя. Я прекрасно понимала, что в каждый следующий день могу с жизнью расстаться. Готовила себя и как будто готовила ребенка, потому что могло и так случиться, что ребенок родится, а я погибну. Я обнаружила, что это путешествие в себя бесконечно интересно, что самый интересный собеседник для меня — это я сама. Встала, вышла в степь. Деваться-то некуда, кругом люди. И так мне вдруг все ясно сделалось.
Мама меня учила английскому, вот это я хорошо как бы помню, совсем уже незадолго до своей гибели. И у меня был потом эпизод, когда я одну песню, которую мама мне напевала, узнал спустя, наверное, 10 или 15 лет уже в взрослом возрасте. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Если твоя жизнь хоть на секундочку обращена заботой о другом человеке, то ты уже оправдал свое существование. Это свидетельствует о духовной жизни человека. Во дворе Мосфильма она встретила Андрея Тарковского и похвасталась ему, что у нее есть сын. На что он ей ответил: «Я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, я вообще не понимал, как вы можете работать в искусстве, снимать фильмы, не имея детей. А это, может быть, и будет мой лучший фильм, мое лучшее произведение. По крайней мере, теперь я знаю, что жила не зря». Кинофестиваль отмечал день рождения Лема Климова, который был самой популярной, самой знаковой фигурой на фестивале. Ladies and gentlemen, Elem Klimov. Несколько сотен гостей, пресса, телевидение, все актеры, режиссеры. И отец произносил тост с бокалом красного вина в белом костюме. Я не скрою от вас, я несколько сегодня огорчен. Вот это сочетание, наверное, дало мне моментальный какой-то импульс такого дьявольского искушения. И в течение 1 секунды я вынул из-под него стул. Ну ничего, мы это переживем, мы не такое переживали. Отец меня не наказал, конечно, мне уже было 13 лет, я уже был не совсем уже маленький ребенок, но морально это было очень тяжело. Я провел весь вечер и весь следующий день в номере. Ну что? Я не поняла. На звук. На звук сейчас. Я пишу на звук, да? Да, да. Уже камеры нет, да? Да. Все уже? Да, все. Только это я не смела. Ну давай, ну ты много говоришь. Сразу спрашивают, что ты сейчас говоришь? Твой новый. Фонограмма, да? Ну вы же знаете, вы, наверное, знаете, что режиссеры самый суеверный народ, какой только существует. Я, конечно, сейчас работаю над новым фильмом. Я вся обращена сейчас в будущее. Но из-за суеверия режиссерского говорить о нем просто не хочу. Вот когда закончу, когда у меня наступит день, когда я начну снимать, вот тогда я вам могу четко сказать название, сказать как, долго, про что, зачем. Was, noch 2 Minuten? Уже нет, слушайте, ребята, все, хватит. Сколько можно? Нет. Я уже должна идти на картину. Утром позвонил мне Паша Фин и сказал: приготовься, я сейчас сообщу тебе страшную вещь. Я приготовилась. И он сказал: погибла Лариса. На 187-м километре Ленинградского шоссе в автомобильной катастрофе. Она погибла вместе со своими товарищами, оператором Володей Чухновым, художником Юрой Фоменко и еще 3 членами съемочной группы. Они только что приступили к съемкам фильма по повести Валентины Распутиной «Прощание с матерой».
Его вызвал Сизов, и после слов соболезнования, там, держись, мужик и все такое прочее, тут же, буквально через 2 фразы, сказал, что ты должен продолжить картину. И Лем так вышел, говорит, ну я понимаю, говорит, у них там производственная необходимость, потому что деньги затрачены уже, но чтобы так прямо вот мне тут же предложить. Дело в том, что замысел принадлежал Ларисе и ее товарищам. И вместе с их смертью ушел, так сказать, в небытие. И замысел — это ведь не то, что нарисовано, не то, что написано в режиссерском сценарии. Это где-то там. И мы в этом смысле оказались на пустом месте. И все это происходило в таком состоянии после гибели жены, что лучше не вспоминать в каком. Поэтому это все тоже каким-то образом повлияло и на качество фильма. И уверен, что если бы его снимала Лариса, это было бы намного более интересно, потому что она его выносила, она его родила, и ей осталось его только снять. В новой редакции программы КПСС есть важное принципиальное положение. Партия проводит свою политику в сфере культуры, опираясь на творческие союзы. Серьезно критиковалась практика ведения дел как Госкино СССР, так и правления и секретариата Союза кинематографистов. Отсюда необходимость признания, что в двери нашего кинематографа уже давно и настойчиво стучатся необходимые перемены. Ну вот только что, буквально совсем недавно, закончился 5-й съезд кинематографистов Союза СССР, где мне была оказана высокая честь занять пост первого секретаря правления нашего союза. Я, конечно, тогда не мог предположить, что это будет так драматично, его вот это, так сказать, пребывание на этом посту. Потому что все были тогда в эйфории, так сказать, от перестройки, и казалось, что вот придем сейчас, уберем вот этих ненавистных церберов, и все таланты хлынут наружу. И... Вот и все. Господи, конец настал. Как пришел, так и уйду. Положил за овцы своя! Все оказалось не так. Ко мне приходят каждый день. И все жалуются на своих же коллег, на своих приятелей. И все доносят, рассказывают какие-то ужасы друг про друга. Я, говорит, отравился человеческим фактором. Я, говорит, не могу их видеть уже всех. Я не хочу знать про них ничего. Я хочу снимать кино. Но он надеялся очень, что он все-таки запустится, и что ему дадут деньги там, и что это будет такая копродукция, дорогая картина. Уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, я нахожусь в Америке со своей съемочной группой. Мы начинаем новый фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». I came to America this time with my crew, and we're beginning to shoot our new film, which will be based on Mikhail Bulgakov's novel «The Master and Margarita».
его подкосило, когда все стало ясно, что с мастером Маргаритой ничего не получится? Я могу сказать, что, например, как бы мне немного удивляет в, скажем так, в вашем поколении. Вот постоянная надежда на какую-то весну, на какое-то возрождение, на какую-то оттепель. Все-таки романтизм сидит и очень глубоко. У некоторых персонажей именно вот поколения 60-х годов присутствует определенная ленца в этом плане. Ну вот, скажем так, нежелание так активно вставать с дивана и что-то предпринимать. Это не значит, что я не хочу снимать больше кино. Я хочу снимать кино, но только уже не то, которое я снимал. Сколько ты не снимаешь? Уже лет 12. Нормально это? Совершенно ненормально. Так я ему каждый день говорю о том, что надо снимать. Просто чтобы вспомнить, как... что такое снимать кино. А не надо вспоминать. У нас с отцом было много очень сложных периодов, и у нас были периоды вообще очень тяжелых отношений. И я тоже уходил из дома где-то лет 18. И параллельно в то же время я оставался дома, потому что я не хотел ни в коем случае отца бросать одного. Самое драматическое в его судьбе – это то, что вот он замечательный комедиограф, с замечательным чувством юмора, замечательный выдумщик. А ему пришлось снимать «Прощание», трагедия. «Иди и смотри», трагедия. И он, к сожалению, вот ушел в эту трагедийную, так сказать, полосу, которая наложила на его характер тоже, на его мировосприятие тоже свое, вот такую мрачную тень. Ему стало невыносимо жить в этом мире. Он его не принимал. Ну, недаром говорят, что хороших людей Бог забирает к себе. Все-таки всей жизнью доказано, что это было хорошо, что это была счастливая пара и счастливая находка друг для друга. Что счастье, что несчастье, ответа все равно нету. И после смерти его тоже нету. Может быть, отец пытался как-то романтизировать в моем представлении их семейную жизнь, и это удалось, потому что для меня до сих пор папа с мамой остаются абсолютным идеалом семейной пары, и я бы очень хотел, чтобы когда-то я тоже познакомился с девушкой, и у нас была бы такая любовь и такая семья.